Фигурное катание – один из самых эмоциональных, зрелищных видов спорта. Музыка, костюмы, энергия льда. Но все же есть один момент, когда замирают абсолютно все. И даже твои соперники замирают, зрители замирают, судьи. Это прыжок. Прыжок длится меньше 1 секунды, но за этим стоят годы тренировок, риск и абсолютная концентрация. И вопрос, который часто задают зрители. Почему один прыжок и сразу море оваций? Почему другой прыжок, другой прыжковый элемент и сразу снятие каких-то определенных баллов? И вообще, как разобраться, что именно мы с вами сейчас видели? Напомним, что в фигурном катании существует 6 основных видов прыжков. Есть реберные прыжки – это аксель, сальхов и ридбергер. При их исполнении спортсмены отталкиваются от льда при помощи ребра на лезвии конька. Также есть зубцовые прыжки – это тулуп, флип и луц. При их исполнении спортсмены отталкиваются от льда при помощи зубца, который находится на носке лезвия конька. Конечно, аксель – это особенный прыжок, потому что он единственно исполняется с движения вперед, и в нем всегда на полоборота больше, чем в других прыжках. Во время выступления спортсмена вы видите оценки элементов. Они появляются вот здесь, в верхнем левом углу ваших экранов. Это позволяет вам следить за оценками в реальном времени, а также в сравнении с лидером того или иного турнира. Но вот комментаторы зачастую используют определенную терминологию. Давайте разбираться, что она означает. Один из таких терминов – ребро. Во время исполнения флипа и луца судьи очень пристально следят, с какого ребра спортсмен отталкивается. Луц – внешнее ребро, флип – внутреннее. Если ребро неверное, то элемент засчитывается как технически ошибочный. Но вот зачастую комментаторы также используют другое слово – недокрут. Что это обозначает? Это ситуация, когда спортсмен не докручивает прыжок в воздухе и завершает вращение уже на льду. Q обозначается четверть недокрута. Галка – недокрут более четверти оборота. И 2 галки – недокрут больше, чем полоборота. На первый взгляд это может быть незаметно, но именно это серьезно влияет на итоговую оценку. И важно помнить, что хороший прыжок – это не только количество оборотов в воздухе. Судья за 1 секунду может увидеть десятки всевозможных деталей. Давайте разбираться, почему один и тот же прыжок, но стоимость абсолютно разная. Баллы за прыжки в фигурном катании зависят от количества оборотов и типа прыжка. У каждого прыжка есть своя базовая стоимость, к которой добавляются или вычитаются оценки за качество исполнения элемента. Падения штрафуются отдельно. Самыми дешевыми прыжками считаются тулуп и сальхов. Далее идут ридбергер, флип, луц и самый дорогой прыжок – аксель. Все прыжки оцениваются по шкале от -5 до +5. Плюсы ставят за сложный заход, оригинальный выезд, длину прыжка, высоту, положение в воздухе и частоту приземления. А вот в парном катании важны также еще параллельность, близость и синхронность. А за что баллы снижаются? Баллы снижаются за падение, касание льда рукой, степ-аут, когда фигурист вываливается с ребра, плохую группировку. Также ошибкой считается касание второй ногой, снижение скорости, пауза или дополнительные шаги перед исполнением следующего элемента в каскаде. Так что судейство прыжков – это не субъективное впечатление, а точная система критериев и деталей. И теперь в будущем, когда вы будете наблюдать за тем или иным прыжком, вы будете точно понимать, что оценка этого прыжка не просто упал или не упал, а если вдруг вы заинтересовались
другими правилами в мире фигурного катания, то смело заходите на наш сайт 1tv.ru.